Вначале было слово. И, может, даже не одно. Но он ничего об этом не знал. Однажды к нему приблизился мужчина в красных штанах. Почему-то Гараж почувствовал себя красивее. В ночь после окраски он просыхал, подставив луне крышу. Где я, думал он, кто я? Сверху было темное небо, потом он, а внизу лежали вещи. Каждой он придавал особенное значение. Каждая казалась ему чем-то очень важным, символом вечной загадки мироздания, представленной в его душе. А самым важным были новенькие велосипеды. Звонки на их рулях блестели загадочнее звезд. Он понял, что он сам складывался из множества меньших индивидуальностей, из неземных личностей этих велосипедов, из замкнутого на себе обруча, из списка душ, разбросанной по полкам мелочи. В каждом из этих существований было бесконечно много оттенков, и все они сливались. Это и был он. С тех пор по-настоящему и началась его жизнь. Скоро Гараж понял, что больше всего ему нравится ощущение, проводником которого были велосипеды. Иногда он тайно отождествлял себя то с синим стелсом, то со складным аутером. Казалось, ничего не стоило оказаться далеко-далеко от своего настоящего местонахождения и катить! Можно было оказаться в городе, в каком-нибудь дворе. Вообще, можно было почти все. Высшее счастье на самом деле только одно. И заключается оно в экстатическом единении с архетипом Гаража. А если мне нравится чувствовать себя велосипедом? Ну что ж, чувствуй. Запретить не могу. Чувство низшего порядка для некоторых предел. И ничего с этим не поделаешь. А что это у тебя мелом на боку написано? Не твое дело, говно цветочное. Гараж заговорил об этом, понятно, от обиды. Кому не обидно, когда его чувства называют низшими? После этого случая ни о каком общении с соседским гаражом не могло быть и речи. Не из-за его взгляда на жизнь, с этим можно было бы смириться. Дело было в другом. В его душе был бензин. Наш гараж часто видел громоздкие, липкие, вонючие канистры с ним, которые несла свита испитых рабочих. Тогда ему становилось страшно. Но день кончался, свет мерк. Он становился велосипедом, и дневные ужасы казались чем-то смешным. Гараж первый сорт. Не протекает ничего.
А цвет-то какой? Гаражу стало не по себе. Конечно, и раньше велосипеды иногда исчезали. Но сейчас все было по-другому. Велосипеды забирали навсегда. Гараж был пуст. Его не интересовал больше окружающий мир. Все, что его занимало, было в прошлом, перемещаясь кругами по памяти. Так прошел месяц. Канистры были страшными. Они были огромными и выпуклыми. Они были очень старыми. Их бока были пропитаны чем-то чудовищным. Гараж стал другим. В его душе теперь пульсировала живая смерть. Соседский гараж объяснил ему, что все случившееся – элементарный возрастной перелом. Хождение в реальный мир с его заботами и тревогами всегда сопряжено с некоторыми трудностями. Ничего, привыкнешь. Тяжело только сперва. Постепенно наш гараж и вправду привык. Он становился проще. Прошлое все реже тревожило его. Стало трудно догонять мимолетные вспышки памяти. Зато канистра все чаще казалась центром его личности. Шли дни и годы, и казалось, уже ничего не изменится. Как-то, оглядывая свое нутро, гараж натолкнулся на непонятный предмет. Он не мог понять, что это и зачем. Ведь что-то же было когда-то связано с этой штукой. Ведь было же что-то или не было. Было 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 или не было. Было. Гараж вдруг все вспомнил. Вспомнил, кто он на самом деле. Он снова стал собой и почувствовал эту отвратительную вонь бензина. Но думать об этом не было времени. Надо было спешить. Он знал, что если он не успеет сделать хоть что-то, то он опять привыкнет. Он опять забудет. Охуеть. Пиздец.